интересный, многогранный, сложный вопрос. Это возникающий храп или синдром обструктивного апноэ сна. Это немножко разные состояния. То есть храп сам по себе это соответствующий, ну такой вибрирующий звук, многие его слышали и знают, начиная с детского возраста, да, у детей бывает и у взрослых, который досаждает, мешает людям, которые находятся рядом. Соответственно, пациент или храпящий этого звука, как правило, не слышит, а вот другие слышат очень хорошо, что и вызывает, в общем-то, проблему, даже иногда у соседей. Вот. Ну а синдром обструктивного апноэ сна – это уже более серьезное состояние, которое может привести к определенным патологическим моментам у самого, так можно сказать, храпящего. Это остановки дыхания. То есть, когда на высоте храпа вдруг возникает остановка дыхания у человека, это очень тревожный симптом. Вообще у людей с синдромом обструктивного апноэ сна и храпом самая главная проблема, которая есть, это бессонница, невысыпание. То есть человек, который храпит, у которого происходит задержка дыхания во сне, он не может полноценно спать. У него сон не переходит в нужную фазу отдыха, и мозг, так можно сказать, не отдыхает. Только человек начинает засыпать глубоко, у него останавливается дыхание, а во время остановки или задержки дыхания происходит эффект подбуживания, то есть мозг просыпается, и так происходит много раз за ночь, и если частота таких прерываний достаточно высока или достаточно большая, то тогда человек просто, можно считать, ночью и не спит. Хотя он вроде бы лежит в кровати, вроде бы он отдыхает, но на самом деле он не отдыхает. И просыпается, одна из жалоб таких людей, они просыпаются с чувством, что они совершенно не спали. Хотя вроде бы у них было ощущение, что они спали. А вот как будто всю ночь не спал. Вот это ощущение человека с синдромом обструктивного апноэ сна и с храпом. Ну, во-первых, это, вот как мы говорим, не отдыхающий мозг. То есть мозг человека, который храпит, не отдыхает. Он постоянно пробуждается. Это первая причина. Первый вред, да, первый, самый главный, пожалуй. Второе, на фоне этого всего снижается кровоснабжение в области тканей, всех тканей организма человека. И в этот момент возникает тканевая гипоксия, мы говорим так. То есть ткани задыхаются, к ним не поступает кровь, они начинают задыхаться, возникает отек. И поднимается давление, гипертонический синдром. Второй признак. Третий признак – это избыточный вес. И все эти признаки замыкаются в одно целое. То есть дальше уже очень трудно бывает понять, что же первично, что вторично. Сначала избыточный вес привел к храпу и синдрому обструктивного апноэ сна, либо наоборот запустился этот механизм. Да? От чего избыточный вес? У многих людей это конституция, у кого-то это особенности питания. И вот задача доктора разобраться в этом. Крайне редко, когда пациент сам сможет объективно сказать, что, вы знаете, я точно знаю, от чего я храплю. Но это проще всего. То есть, когда выясняется причина, надо устранить причину, и постепенно пройдет заболевание. И вот доктора, а это много разных врачей, это и хирурги, и терапевты, и физиологи. Вот эти специалисты разбираются в синдроме обструктивного апноэ сна или разбираются с храпом. Причин может быть масса. Еще одна из причин, в общем-то распространенная, лежащая на поверхности. Во время дыхания верхние дыхательные пути закрываются каким-то патологическим образованием. У детей на уровне носоглотки это аденоиды. Дети могут храпеть, и дети с аденоидами очень часто храпят.
У них возникает храп из-за того, что у них большие аденоиды, из-за того, что у них большие миндалины. Они перекрывают просвет носоглотки и глотки, от этого возникает храп. Ребенок может храпеть. Но здесь очень просто устранить причину. Надо соответствующее правильное лечение назначить в отношении гипертрофированной вот этой лимфоидной ткани, и, соответственно, храп у такого ребенка пройдет. Это вредно? Да, это очень вредно. Ребенок будет по ночам просыпаться, у него может быть непроизвольное мочеиспускание. Очень часто бывает у детей достаточно, так скажем, большого возраста, то есть 6-7 лет, если есть большие аденоиды, большие миндалины, очень часто ночное НРС, то есть ночное мочеиспускание. Это один из симптомов. У взрослых больше причины с патологией верхних дыхательных путей связаны. Это искривление перегородки носа, достаточно частая причина. Может быть гипертрофия небных миндалин, тоже встречается. Не самая частая причина, но встречается. Следовая реакция, как правило. То есть реакция, которая возникла уже после того, как храп возник. Увеличивается мягкое небо, увеличивается маленький язычок. И непосредственно доктор заглядывает, проводит фарингоскопию, заглядывает в горлышко и видит, что очень большой маленький язычок. Но вот важно разобраться, первичное это увеличение, либо вторичное, которое уже возникло на фоне храпа. Если это увеличение, возникшее на фоне храпа, да, то тогда уменьшение этого язычка не приведет к устранению причины. Причина в чем-то другом. Допустим, в избыточном весе, допустим, в гипертонии, допустим, в очень важной патологии, это западание корня языка. Много было разных способов попытки уменьшить этот эффект заваливания корня языка во время сна. Пытались и хирургическим способом уменьшать этот отдел, и воздействовать на корень языка, и даже челюсть смещали. Представляете, огромная операция, когда вот микрогнатия, то есть уменьшение, смещение нижней челюсти, ее пытались вытягивать, сделали костно-пластическую операцию, вытягивали челюсть вперед. Есть операции по дислокации подъязычной кости, когда в области шеи проводится разрез и подъязычную кость подтягивали кверху, к языку. Такие операции существуют. Конечно, это весьма травматичная хирургия, и самое главное, тоже не очень надежная, не всегда это помогает. Ну а просто эффект выпаривания язычной миндалины, как правило, тоже не дает большого эффекта. Ну, представляете, как это больно. Вот сейчас появилось очень интересное направление, новое. Это воздействие на нерв, который сокращает мускулатуру корня языка. Самый физиологичный способ. Ставится специальный имплант, специальный генератор, он маленький, он прикрепляется к нерву через проводок, и этот имплант вызывает нервный стимул, который сокращает корень языка периодически, когда это нужно, когда человек вдыхает и когда человек выдыхает. В ряде стран Европы есть ограничения, профессиональные ограничения. Первое, ну и бытовые ограничения, то есть люди, у которых есть синдром обструктивного апноэ сна определенной степени, у которых есть храп определенной степени, им запрещается водить автомобилем, не выдается водительское удостоверение. Ну, кроме того, что, естественно, они не могут быть пилотами, они не могут, значит, управлять высокоточными механизмами, оборудованием и так далее. То есть заполняется специальная анкета, в которой они это все указывают. Почему? Потому что человек, который храпит ночью, и человек, у которого есть синдром обструктивного апноэ сна, считается так, что он не высыпается, и днем у него есть некое притормаживание. То есть он просто хочет спать, и поэтому у него есть расстройство внимания. Поэтому предлагается, очень большое внимание уделяется этой проблеме в ряде стран Европы и в Соединенных Штатах Америки и в Австралии. Проведены специальные изучения. Выяснилось, что это миллиарды долларов экономического ущерба для страны.
Потому что люди, которые храпят, они подвержены гипертонической болезни, прошу прощения. Они подвержены патологии нижних дыхательных путей, у них хроническая обструктивная болезнь легких может развиться. Может возникнуть избыточный вес. Это тоже причина синдрома обструктивного апноэ сна, потому что возникает внутритканевой отек, нарушается метаболизм, обмен веществ и питание клеток происходит неполноценно, откладывается жировая ткань, да, из-за этого. И вот видите, сколько причин разорвать эту цепочку можно, выяснив настоящую, единственную или несколько причин, и устранить их. Опыт такой имеется. Способов лечения синдрома обструктивного апноэ сна и храпа масса. Давайте так скажем, ведь очень грамотно должен разобраться доктор. Это не просто, это не 5 минут. Иногда с пациентом надо час поговорить, иногда дольше. Надо раскрутить этот клубок, выяснить, с чего все началось, как развивалось заболевание. Да, с чего, у каждого человека ведь индивидуальная история. У кого-то, может быть, это был первый гипертонический криз, у кого-то нарушение питания привело к нарушению метаболизма и постепенное развитие синдрома обструктивного апноэ сна. У кого-то, извините, удар по носу спровоцировал искривление перегородки носа, и из-за этого человек не дышит носом, а как следствие дышит ртом, воздух идет двумя потоками, и посередине флотирует мягкое небо. Вот и храп. Смотрите, сколько много разных причин. У кого-то это большие миндалины, частые ангины, которые привели к росту небных миндалин, или гланды, их по-другому называют, их видно очень хорошо, когда человек просто даже откроет рот. И они настолько большие, что они практически смыкаются и не дают человеку дышать. Чаще это бывает несколько причин. Но для того, чтобы их выяснить, надо первое, побеседовать с доктором, который знает большой массив этих причин и сможет их оценить, да? Второе, надо сделать обследование соответствующее, потому что не сразу видно, есть у человека гипертонический синдром, нет ли его. Надо сделать специальное комплексное исследование, которое называется полисомнография. Это исследование заключается в следующем. Когда человек ложится спать, это делается в специальной комнате, она приспособлена для этого, то есть человек может лечь как бы спокойно спать, но при этом ему на руку, на голову, на грудную клетку одеваются специальные датчики. Эти датчики всю ночь фиксируют объем вдыхаемого, выдыхаемого воздуха, как кровоснабжаются мягкие ткани кислородом, и параллельно все эти параметры в течение всей ночи фиксируются. Есть специальные индексы, которые позволяют нам оценить, насколько эти параметры зашкаливают за пределы нормы. И по этим индексам, по этим параметрам, по энцефалограмме, по которой мы понимаем, какая фаза сна у человека возникает, мы можем сделать вывод, как у человека протекает сон. Сколько эпизодов апноэ возникло за ночь? 2, 3? Ну, это не серьезно, это очень мало. 15, 20, 30, 40, а иногда 50 и более, это очень серьезно. Человек находится практически, ложась на кровать и прикасаясь к подушке, он не спит, он продолжает бодрствовать, а это очень угрожающее состояние. И вот эти вот факты надо выяснить. Конечно, нужно сделать осмотр лор-органов, посмотреть верхние дыхательные пути и оценить, все ли там в порядке, чтобы учесть весы этой патологии. Да? То есть первое – это грамотная, четкая диагностика, которая позволит нам выяснить составляющие этого синдрома обструктивного апноэ сна и храпа. Второе. А вот здесь мы уже определяемся со способом лечения. Сначала мы определили вес этих изменений у этого конкретного человека.
А уже потом, соответственно, мы решаем, насколько весома эта причина. Допустим, увидели мы искривление перегородки носа, а при этом у человека жуткая гипертоническая болезнь, нелеченная. Ну что, исправим мы перегородку носа. Не изменится храп. Какой был, такой и останется. А может быть, еще и хуже станет, потому что американцы, наши коллеги из Соединенных Штатов, провели такое исследование и набрали целую группу пациентов, которые говорили: вы знаете, нам прооперировали перегородку, но я не только носом стал лучше дышать, я еще сильнее храпеть начал. А эффект подразумевался другой. Понимаете? То есть вот важность этих методов, и сказать, какой метод самый эффективный, наверное, нельзя для всего пула населения, да, страдающим этим заболеванием. Все-таки у каждого человека своя причина. И вот важно найти эффективный способ лечения. У кого-то это даже не будет хирургией. Вполне возможно, что основной доктор у человека с синдромом обструктивного апноэ сна может быть диетолог, который просто скажет пациенту: убери булочки, подкоррегируй свое питание. Пройдет не так быстро, месяцев 5-6, и ты забудешь про синдром обструктивного апноэ сна. Кстати, такое бывает. Самые приятные для нас пациенты. Потому что хирургия — это всегда хирургия. Бывают случаи хирургические. И любой из вышеперечисленных методов, так то коррекция искривления перегородки носа, удаление небных миндалин, удаление аденоидов, как технология, удаление полипов в полости носа, коррекция корня языка, в том числе, вплоть до управляемой стимуляции подъязычного нерва. Любая из этих методик может быть эффективна, если мы ее грамотно и правильно применяем.